Добрый вечер, друзья! Добро пожаловать в класс на практические занятия. В класс вход свободный. Уверен, кто с нами, всегда с нами. В нашем кругу разговор только о высоком, о рулетке, о психологии и, конечно, о ваших комментариях. Так тому и быть. Это видеотрансляция на моем контенте «Рулетка и мы», Сердце Лайв. Сейчас поговорим о домашнем задании из третьей практики. Какая начальная скорость была у шарика, когда он остановился в номере 15 и в номере 10? Посмотрим комментарии. Поздравляю вас, это правильный ответ. И если учесть, что в номер 10 была недокрученная 1100 км в час, то ваш ответ просто великолепный. Я специально выложил шорс, есть такая, где показываю эту недокрученную скорость. Это я, белый, недокрученный. Это как? Еще раз поздравляю, ваш ответ просто великолепный. Только скорость 900 км в час нужно запомнить как 901 км в час. Это важно. Почему 901, а не 900, расскажу чуть позже. В следующих ближайших практических занятиях покажу новую скорость и объясню почему. Это очень важная часть по пути к главному. Вашу активность приветствую. Спасибо. Продолжим. Это аннотация к следующему действию. Покажу вам несколько бросков. На первых 3 секундах после броска определяю скорость шарика и скорость диска. Быстро делаю ставку в треке или в поле. Это наглядный пример, то, чему вам надо будет научиться в моих практических занятиях. Это табло текущих номеров. Если показываю на белый теннисный шарик после броска, значит скорость шарика была 1100 км в час. Если показываю после броска на желтый теннисный шарик, значит начальная скорость у шарика была 901 км в час. Напоминаю, скорость шарика определяется только на первой секунде момент броска дилером. Это важно. Продолжим. Начинаем 4-е практическое занятие. Сегодня 24 октября 2024 год. Пробуем. Номер 24. Итак, что у нас получилось? Я поставил точечную ставку, удваивал номер 24. Точечная ставка не привязана к 8 зонам, потом поговорим об этом. И поставил неделимые номера, также у нас есть 24 тоже закрыт номер. Это очень хороший результат, это лучшая выплата на этой ставке. Посчитайте сами, а мы продолжим. Номер 13. Обратите внимание, я показал стрелкой на белый теннисный шарик, то есть начальная скорость была у шарика 1100 км в час. Я поставил зону 11, это золото, показывает, что это я выбрал зону 11, я закрыл 3 соседа, это оптимальная ставка, я закрыл 15 номеров, я поставил неделимые,
где-то, ну, 13, 27, 36 не поставил, он здесь остановился. Но все равно здесь все рядом было. Это хороший результат, хорошая выплата. Продолжим. Номер 27. Обратите внимание, я показал стрелкой на желтый шарик. Начальная скорость у шарика была на этом спине 901 км в час. Я поставил 3 соседа, я поставил зону 10, 10, 36,1, сыграла бронза. Здесь также я поставил неделимый, но ближе к 10, но все равно это выигрышная ставка. Выплату можете посчитать сами, это пятаки. Продолжим. Наша ставка не сыграла. Шел, но немножко не дошел. Я повторил ставку 11, 10, 36, 1. Открою вам маленький секрет. Если у дилера поставлен бросок и его спин не сыграл, то он пытается или, скажем так, обычно добивает выбранный сектор. Я, как вы помните, поставил 10, 36, 1 и попробую сейчас добить именно в этот сектор поставленным броском. Ничего менять не буду, просто добавлю вот эти номера. Да. Шарик остановился в номере 20. Поставим номер 25. Номер 20. Это начальная скорость была у шарика 901 км в час. У меня сыграл сосед бронза, это единичка. Я опять же добивал сектор зоны 10, 3 соседа. И как бы это хороший результат. Давайте я вам покажу сейчас фото 3 соседа. Сейчас это уберу. Посмотрите фото. Я поделил колесо на 8 зон. Вот посмотрите, 0, напротив 10, 6, 9, 1, 21 и 11, 28. В данном случае я играл зону 10. Вот посмотрите, внизу 10, 3, 6, 1. Это 3 соседа. Закрываю 15 номеров. Эти зоны не привязаны ни к тиеру, ни к невазанам, ни к шпилю. Просто выбрали зону для ставки, поставили 3 соседа, 15 номеров. Очень удобно. Рекомендую. Продолжим. Номер 30. Итак, что у нас получилось? Я выбрал зону 10.
сыграла бронза, сосед 36, и я поставил неделимые номера, и как раз здесь есть 8, 11, 30, я закрыл еще и в поле. Это очень хороший результат. Продолжим. Номер 16. Если вы обратили внимание, шарик, я его немножко передавил, поэтому когда упал где-то в районе 11, была еще у него внутреннее вращение было, и поэтому он немножко откатился назад. Но тем не менее, у меня сыграл сосед, я сыграл зону 11, это золото, это бронза, у меня сыграл сосед 5. Это очень-очень хороший результат. Друзья, я думаю, мы эту сессию закроем. Давайте я сейчас уберу, чтобы вас... И номера. Давайте я сейчас вам покажу только один бросок. Это будет домашним заданием. А вы мне напишите в комментариях, какая была начальная скорость на этом броске. Попробуем. Ну, секунда уже прошла. Я думаю, вы уже определили эту скорость. Посмотрим, где она становится. Номер 32. Это будет домашним заданием. Напишите мне, пожалуйста, что в номер 32 начальная скорость была такая-то, такая-то. Либо это было 901 км в час, либо это была скорость 1100 км в час. Это очень важно. Обратите на это внимание, потому что я по вашим комментариям буду ориентироваться, насколько нам надо идти дальше. Мы сейчас разбираем, напоминаю, только скорость шарика. Их очень много, поэтому проявляйте активность, и тогда будем двигаться достаточно быстрее. Так, это я уберу. Ну что, перейдем к тренировкам. Я буду делать только броски, не буду ставить ни в поле, естественно, не буду ставить ни номера. Для того, чтобы это была такая активная фаза, вам нужно только на первой секунде и только определять скорость шарика. Давайте потренируемся. Я буду говорить, естественно, что начальная скорость была 1100 км в час, а вы проверяйте, насколько вы были близки к моему мнению. Начальная скорость была 1100 км в час. Друзья, повторить скорость прям 1100 км в час, любой, даже самый суперпрофессиональный дилер, это невозможно. Всегда будут отклонения. Но визуально, вот эта скорость, скажем, 1100 км в час, она вот где-то выглядит именно так. Плюс-минус 20, 30, 40 км в час, это допустимо. И поэтому именно нужно визуально найти вот это вот ощущение вот этой скорости 1100 км в час. Итак, начальная скорость была 1100 км в час.
901 километр в час. Видите, разные скорости, а шарик остановился практически в повторе. Я ничего не показал, это другая скорость. Я хочу вам именно как бы показать, что скоростей очень много. Просто посмотрите, как он лежит. — 901 километр в час. — 1100 километров в час. — 1100 километров в час. Плюс-минус небольшие отклонения возможно. — 901 километр в час. — 901 километр в час. — 901 километр в час. Может быть, чуть-чуть быстрее. — 1100 километров в час. Шарик остановился в зеро. Иногда игроки говорят 0. Но хочу поделиться такой информацией, что все-таки это зеро, это не 0. И дилер, когда он играет с вами, то, естественно, наблюдает за вашей игрой. Если вы скажете 0, ну, детский сад, понятно, да? Поэтому это зеро. Шарик остановился в зеро. Ну что, я думаю, мы эту сессию закроем. Друзья, если вы не смотрели видео мини-практика, рекомендую посмотреть. Это наглядный пример. Считки скорости, ставка, результат. Для ежедневных тренировок лучше и не придумаешь. Мини-практика для ежедневных просмотров. Рекомендую. Мини-практики. Там нет никаких подсказок, только движение. Бросок, ставка и результат. Вам же в казино никто не будет там подсказывать, вот туда ставь, сюда ставь. У вас своя рука, своя владыка. Если вы научитесь со временем понимать скорости, то, возможно, это будет именно выглядеть именно так. Никаких магнитов, естественно, никаких там хитростей, ничего здесь нет. Я показывал рулетку изнутри, и некоторые мне пишут, что тут только магниты у вас какие-то. Ну, понятно, что у каждого своя песня, своя сказка. Он ищет оправдание своим действиям. Рулетка чистая. Поэтому, друзья, спасибо, что мы были вместе. И до новых встреч!